Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю мягкие питы с кармашком. Их легко приготовить дома на обычной сковороде. Простое тесто из муки, горячей воды и масла, без дрожжей и долгого ожидания. Питы получаются эластичные, хорошо надуваются и отлично подходят для шаурмы, намазок или просто вместо хлеба. Быстрый и удачный рецепт на каждый день. Для приготовления теста мне понадобится: в кувшине у меня горячая вода, но не такая, которая только что закипела, а температура примерно 70-80 градусов. Добавляю сюда соль, перемешиваю, просеиваю в миску муку, вливаю горячую воду. Также сразу добавляю растительное масло. Сначала замешиваю тесто лопаткой. Добавляя горячую воду в муку, тесто получается более эластичное и гладкое. И теперь я буду домешивать тесто руками. Оно уже не горячее, а просто слегка тепленькое. Замешиваю тесто, чтобы не было сухой муки, в один ком. И затем перейду к замешиванию на столе. Безусловно, для замеса вам может понадобиться чуть больше муки. Смотрите по консистенции теста. Вымешиваю его буквально пару минут, чтобы стало более эластичным и гладким. Посмотрите в итоге, какая консистенция теста получается. Оно очень нежное, мягкое, но вместе с тем абсолютно не прилипающее к рукам. Оно сейчас такое еле тепленькое, очень приятное. Перекладываю его в пакет и оставлю отдохнуть минимум на 20 минут. После отдыха тесто стало вот такое, очень нежное и мягкое. Разделю его на 8 равных частей. Все кусочки теста подкатываю в шар. Обязательно их сверху накрываем пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Даем тесту буквально пару минут отдохнуть и начинаем раскатывать. Раскатываю лепешку. Стол слегка подпыляю мукой. Беру первый кусочек теста, немного руками его расплющиваю в лепешку. И теперь раскатываю скалкой. Стараемся раскатать максимально круглую лепешку диаметром примерно 15-16 сантиметров. Она не должна быть слишком тонкой. Допустим, как мы раскатываем лепешки на лаваш. Если надо, можно слегка подпылять тесто мукой. Важно, чтобы лепешка нигде не порвалась. Лепешку приподнимаем и стряхиваем лишнюю муку. И сразу выкладываем на горячую сковородку. Проверяю, разогрелась ли сковородка. Капну немного воды. Вода сразу испаряется. И теперь выкладываю лепешку. Жду, когда на поверхности теста появятся пузыри. Огонь сразу можно сделать чуть тише. Посмотрите, появляются вот такие пузыри. И теперь лепешку переворачиваю. Теперь жду буквально 20-30 секунд. С этой стороны лепешка также начнет как бы надуваться слегка. Это внутри лепешки образуется пар. Снова переворачиваю. И сейчас лепешка начинает надуваться. Здесь сейчас очень важно следить, чтобы сковорода не была слишком сильно горячей и тесто внизу не подгорело. И чтобы лепешка не лопнула. Тогда она хорошо надуется. Можно вот так лопаткой немного помочь. Обязательно сделайте сковородку потише. Питу перекладываю на поднос с полотенцем. Накрываю. И накрываю сверху еще пленкой, чтобы пита стала мягче. Стараемся максимально кругло раскатать лепешки, так они легче надуваются. Начали появляться пузыри, лепешку переворачиваю. Жду буквально 20-30 секунд, снова переворачиваю. Для того, чтобы в лепешке образовался карман, важно ее чаще переворачивать. Так легче образуется пар внутри. Все питы готовы. И сейчас я разрежу одну и покажу, какая получается внутри. Вот такой внутри образовывается карман. Сюда можно выложить любую начинку, какая вам только нравится.
разрежу еще одну, покажу вам. Во всех питах образовываются вот такие карманы. И вообще питы, конечно, можно разрезать и пополам, начинить начинкой по половинке, либо вот начинять такую целую питу. Питы получились мягкие, ароматные, все с кармашком. Обязательно попробуйте этот простой рецепт. Я уверена, питы получатся и у вас. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!